Эта невероятная история произошла в США. Восьмилетний Кинан бестолково сидел за кухонным столом в маленькой квартире, ожидая свою мать. Она была родителем-одиночкой, работала на двух работах и изо всех сил пыталась сводить концы с концами каждый день. В тот день она казалась особенно уставшей, и Кинан почувствовал, что что-то не так. Дженнифер молча сидела рядом с сыном и смотрела на него. По ее взгляду было видно, что ей трудно сказать ему правду. Это разрушило бы тот небольшой мир, который у него был, и перевернуло бы его молодую жизнь с ног на голову. «Кинен», — начала она, — «теперь ты должен быть храбрым. Мне есть что тебе сказать». Беспокойство на его лице росло. Это разбило ей сердце, потому что он уже столько всего пережил с тех пор, как его отец оставил их. Дженнифер рассказала ему о последних 3 неделях, визитах к врачу и результатах анализов. Диагноз был ошеломляющим. У нее был рак груди, и прогноз был мрачным. По словам ее врача, жить ей осталось максимум 6 месяцев. Когда открылась суровая правда, Дженнифер увидела, как исказилось лицо Кинана. Слезы навернулись у него на глазах, но он решительно их вытер. Дженнифер сжала его руку и пообещала драться. Но дорогостоящее лечение и лекарства в сочетании с меньшим количеством рабочих часов создадут финансовые проблемы. В этот момент Дженнифер уже не могла сдерживать слезы. Поведение Кинана изменилось. Он сделал смелое лицо и вдруг показался намного старше. Он хотел показать матери, что он ее поддерживает и сделает все, чтобы помочь ей. Однако в глубине души Дженнифер знала, что и на этот раз лучше не будет. Но было еще что сообщить. Финансовые трудности также повлияли на их рождественские планы. В течение года она работала над тем, чтобы подарить Кинану лучшее Рождество, которое у него когда-либо было. Но теперь этот проект оказался в опасности. Кинан слабо улыбнулся ей. «Это не имеет значения, мама», — сказал он. «Тогда мы сделаем это в следующем году». Дженнифер не знала, как сказать ему. Вероятно, следующего Рождества для них двоих не будет. В своей комнате мысли Кинана бушевали, как американские горки. Мальчик медленно осознал, что его мать скоро умрет. Мысль об этом заставила его плакать. Но была часть его, которая не хотела сдаваться и праздно наблюдать. Он отбросил печаль и придумал невероятный план. Решив сделать это Рождество незабываемым для своей матери, на следующий день в школе Кинан сел в углу столовой и начал писать. После долгих вычеркиваний, переписываний и исправлений он остался доволен написанным. Теперь пришло время вторая часть его плана. Он должен был передать листок бумаги тому, кто мог бы помочь ему в этой безвыходной ситуации. Кто, то сразу же пришел на ум. После школы, в отличие от обычного, Киннан не пошел сразу домой. Вместо этого он использовал последнюю сдачу, чтобы купить билет на автобус до города. Он специально сэкономил деньги. Деньги, которые на самом деле предназначались для покупки еды во время перерыва. С пустым желудком, но с еще большей решимостью он вышел из автобуса в Вашингтоне и отправился в путь. Он сделал все возможное, чтобы его план сработал. Это была его последняя надежда. С этого момента история должна стать действительно интересной. Мальчик подошел к человеку по имени Эндрю Стайлз. Эндрю Стайлз присоединился к морской пехоте США 3 годами ранее и в настоящее время находился в Вашингтоне. Когда Киннан был в городе несколько недель назад, он заметил солдата. Мальчик подошел к нему и протянул ему записку. В ребенке было что-то особенное, что Эндрю почувствовал еще до того, как открыл записку. Когда он, наконец, развернул записку и прочитал ее, он тяжело сглотнул и был вынужден сдержать слезы. Этот ребенок отчаянно нуждался в помощи. И это именно то, что солдат хотел ему немедленно дать. Эндрю достал из кармана сотовый телефон и набрал номер. Без ведома Киннана план ребенка начал приходить в действие. Когда на следующий день Киннан вернулся из школы домой, его ждали 3 морских пехотинцев в полной форме. Они приветствовали его так, как будто он был одним из них. Мальчик сначала растерялся. Его план действительно сработал.
Затем он сообщил о своей безнадежной ситуации и о том, что хочет подарить своей матери самое лучшее Рождество на свете. Солдаты сострадательно улыбнулись. «Ну, солдат, вы один из нас. Мы поддержим вас в вашем начинании», — сказал Андрей и начал обсуждать план с мальчиком. Кинан начал считать дни до Рождества. Он знал, что грядет что-то особенное. Ему нравились морские пехотинцы, которых он встретил, и он знал, что они сделают все возможное. Теперь оставалось только сохранить тайну от матери. На Рождество Кинан помог матери встать с постели, искупал ее и подбадривал. Потом он повел ее на кухню и сел с ней за стол. «Что ты задумал, Кинан?» — спросила она, подмигнув. «Ты что-то задумал. Я это вижу». В этот момент в дверь постучали. «Сиди, мама, я пойду», — сказал Кинан. Он вскочил и бросился к двери. Там стояло 9 морских пехотинцев. У каждого из них под рукой особый вклад в фестиваль. Индейка, ветчина, овощи и десерт. Даже елка и подарки. «Куда им идти, товарищ?» — с улыбкой спросил Андрей. Кинан сиял от радости и показал им путь. На кухне Эндрю представился, сержант корпуса морской пехоты США Эндрю Стайлс к вашим услугам, мадам. Садись, и мы накормим тебя обедом. Слезы текли по щекам Дженнифер. Она протянула руку и взяла Кинана на руки. «Ты сделал это?» Кинан улыбнулся, и Дженнифер поняла, каким особенным мальчиком он был. Вместе с морские пехотинцы пережили лучшее Рождество в своей жизни. 8 месяцев спустя мать Кинана умерла. Мальчик потерял самого важного человека в своей жизни и внезапно оказался один. Но судьба приняла неожиданный поворот. Сержант Эндрю Киннен, который глубоко принял Кинана в свое сердце, согласился усыновить его. Тем самым он осуществил мечту всей жизни Кинана. Он всегда хотел отца, который любил его и был рядом с ним. Но взамен у него был самый важный человек в его жизни, пришлось отпустить свою мать. Но Кинан был уверен, что она гордилась им.